с опозданием начала, если честно, забыла на зарядку поставить. Но еще решила, что те, кто просил, что им сразу не успеть, как раз ой, с этим кофе, что как раз они успеют подойти, собственно говоря, и мы начнем трансляцию. Напомню, что текст я выкладывала вот чистка онлайн, когда вчера выложила. Мы вчера планировали, но перенесли на сегодня. И под этим роликом есть, есть текст. Извините. Ой, кофе. Как он сильно влияет на связки. Даже хуже, чем сигареты. Вот. И, собственно говоря, под этим роликом можете нажать, посмотреть. Но у вас было 2 дня. И давайте не будем задавать лишние вопросы. Если не поняли, значит, в процессе поймете, потому что у меня на самом деле нет времени на это все. Траву я сейчас зажигать не буду, я в конце просто очищу пространство. Это я пока так поставила. Я не сделала такой прям шикарный алтарь. Во-первых, потому что так удобнее работать. Во-вторых, потому что сами знаете, что это все везде потом как бы, как вам сказать, свечи, они всюду, в общем, забыла слово, ляпают это все, поэтому нет смысла. Вот это все потом я вот эту алтарную ткань заодно и выкину. Значит, первое, что мы с вами будем делать, это от черной зависти. И немного сейчас по-другому проведем эти ритуалы, потому что мы делаем вместе. Я уже сказала, что этот камень можно выкинуть просто в корзину, мусорную корзину. Желательно, конечно, водное пространство, но это когда вы одни проводите. Тогда именно нужно делать как следует полностью. Но когда делаем все вместе, можно выкинуть, собственно говоря, в мусорную корзину. Хочу вам объяснить. Я так составила работы, друзья мои, что если человек не делает правильно что-то, да, они могут не получиться. Если, например, откуп не вовремя, оно может получиться, но как бы процентов на 70. То есть вот так сделаны эти работы, чтобы они в любом случае получались. А если человек прям грубые ошибки какие-то совершит, просто у него не получится. Это я к тому, что ну просто некоторые, а вдруг я не так скажу, не так сделаю. Не так сделаете, значит, переделаете. Значит, у вас просто не получится. Это я вот, когда вы отдельно будете делать. Тем, которые все время спрашивают, а потом я могу после эфира там одна делать. Да после эфира вы можете эти работы любой день делать. Это уже не имеет значения, понимаете? Для чего эфиры нужны? Эфиры нужны для того, чтобы соединять силу. Когда столько людей просят об одном, уже говорила вам, что христианство, вот это вот молебень, они взяли как раз из этой традиции. Вместе собраться и вместе попросить силы или богов, или вместе поклоняться духам предков. Когда столько людей соединяет воедино энергию, то получается намного лучше, намного сильнее, чем в одиночку. Хотя в одиночку тоже, естественно, это и дано для того, чтобы каждый человек для себя делал. Теперь, в этом году логично оставить все плохое здесь и с новыми силами перейти в Новый год. Поэтому в этом году мы с вами будем проводить в основном, то есть сейчас чистку, призыв удачи в следующем году сделаем, но заранее не люблю говорить, потому что вы знаете мою загруженность, мало ли что. Проведем, но в следующем году. Просто не вижу смысла в этом году делать
призыв удачи. Сами понимаете, что лучше в этом году все плохое оставить здесь. Давайте я пока вот так сделаю. Сейчас возьму кое-что. Пока вы готовитесь, еще раз напоминаю, где смотреть под роликом о чистке онлайн. Собственно говоря, там выложено ритуал и заговор, слова, чтобы вы читали вместе со мной. Я с некоторых пор уже новые не выставляю в прямом эфире, потому что не все успевают, не все понимают, где чего смотреть. Заранее предупреждаю и ставлю те работы, которые вы знаете, вам знакомы. Некоторые из них уже не один год знакомы. Ритуал очень хороший, очень сильный и очень быстро, собственно говоря, помогает. Вы почувствуете колоссальную разницу между тем, как сами делаете и как мы вместе делаем. Я бы рада, конечно, хоть каждый день прямой эфир с вами провести, что-нибудь провести с вами, что-нибудь вместе начитать. Но вы понимаете, насколько просто загруженность колоссальная, и никак при всем желании не получится. Отсюда и результаты, собственно говоря, которые вы видите, результаты работ и благодарности, и результаты именно потому, что много делается для того, чтобы работа давала результат, понимаете? А иначе с воздуха это не падает. Итак, еще раз всех приветствую. Значит, я надеюсь, камень все нашли. Вот это вот такой необычной формы камень. Нужно нарисовать глаз на этом камне, собственно говоря. Внизу подложите что-нибудь. Я тут подложила, потому что это может загрязнить стол, и вам все равно потом нужно будет это все выкинуть. Так, черная материя. И второе – это банка и соль. Так, сейчас, секунду. Банка воды с солью. Дальше. И свечи, которые нужно будет потом скрутить между собой и начитывать. Итак, я надеюсь, все готовы. Пожалуйста, во время чистки ничего не спрашивайте, желательно не пишите, а читайте следом за мной. Повторяюсь, сделаем от черной зависти. Когда будете начитывать, будет кидать в жар, холод. Но те люди, которые уже не раз делают эту работу, они знают. А те, которые как бы новички, для них это немножко такое непонятное нечто. И предупреждаю, что вам может немножко так стать не по себе. Голова может закружиться. Далее. Какие результаты ожидать? Во-первых, если у вас какие-то финансовые трудности, это очень быстрый прорыв в вашей жизни устроит. Оно просто вас как вам сказать, как пинка даст для ускорения, прям вот вперед. Вы в ближайшие дни почувствуете после особенно совместной чистки, во-первых, вам станет легче, спокойнее, спать будете лучше, чувствовать себя будете лучше. Потом, значит, на работе, если травлю вам устроили, эти люди могут уволиться, могут внезапно уйти на больничный, потому что им станет нехорошо. Одним словом, вы почувствуете разницу. И самое интересное, очень неожиданно заболеют или что-то там случится с людьми, от которых вы вообще не ожидали. Ведь это все-таки от черной зависти. Если внутри человека есть зависть к вам, то он свое найдет. Хочу сказать и заранее предупредить, особенно для тех несчастных, которые говорят, что вот как можно, это же кому-то делать зло. Когда мы читаем, да вообще в моих работах, где-нибудь есть специально там вот Ивану Петровичу, чтобы пусто было, или там Марусе Васильевне? Нет. Мы говорим, кто мне желает зла, кто делает мне зло за спиной, кто там
мне строит козни, кто мне завидует, кто меня ненавидит, чтобы они наказались. Мы даже имя не называем, и зачастую мы можем даже не предполагать вообще даже про этих людей, что они к нам плохо относятся, понимаете? Духи сами находят их, они знают, они видят все. И они сами находят и сами наказывают. Вот в этом и прелесть. Да, это справедливо. Ты не идешь делать на кого-то порчу, чтобы переживать, а вдруг завтра мне это вернут. Нет, ты ни на кого, ты даже не знаешь, на кого это пойдет. Ты просто себя очищаешь, себя убираешь, вот то зло, которое на тебя насылает. И все, оно само находит своих хозяев. И прекрасно находит. Ведь вы же не знаете, например, что на работе есть там какая-то, не знаю, Маруся Васильевна, которая ходит и на тебя капает. Сама садится с тобой, чай пьет и говорит, какая ты хорошая, какая ты умница, красавица, и идет на тебя капает. Вот она весь день ничего не делает, не работает. И ты не понимаешь, почему к тебе такое отношение, что я такого делаю, что директор все время как бы со мной на ножах как-то так разговаривает через силу. А потом Маруся Васильевна раз и скорая увезла. И вот она месяц, два, три болеет после этой чистки. И ты начинаешь узнавать, что, ну, или директор там признается, а вы знаете, вот на самом деле она про вас очень много там говорила всякое, а вы там с ней чай пьете, и у тебя шок. Ты думаешь, обалдеть, как так может быть? Ну вот, это разве порчу ты сделала этому человеку? Нет, ты даже понятия не, ты даже не подозревала, что она гнилая тварь. Но она свое получила. Понимаете, о чем я хочу вам сказать? Что не бойтесь давать сдачи, не бойтесь снимать с себя грязь людскую. Не слушайте этих божьих баранов, которые вот, пускай их там унижают, бьют. Это самое великое счастье, когда тебя принижают. Ну, для них может быть. Но я, по крайней мере, ни одного верующего не знаю, доброго и хорошего. У них у всех злые глаза от недоедания просто, от их вечных этих постов и воздержания. Они всех ненавидят. И вообще, один раз я помню, когда я в Пскове снимала просто украшение церкви, там внутреннее убранство, это старинная церковь, и я просто снимала, и она подошла такая бабка. Нельзя снимать. Нельзя, надо у батюшки спрашивать. Я говорю, ну пусть батюшка ко мне подойдет, запрещает, и я узнаю, почему. Там просто есть старые двери времен Ивана Грозного еще поставлены. И она мне как сказала, да чтобы у тебя ноги отнялись. Это бабушка, которая там убирает, каждую службу отстаивает. Я говорю, какая вы святая женщина, просто божья тварь, говорю. Не надо меня оскорблять. Я говорю, я не оскорбляю. Вы же сами говорите, божьи твари мы все. Вот я говорю, вы такая божья тварь, святая, мать твою. Поэтому давайте не будем играть в святош. Так, начнем о черной зависти. Сейчас, друзья мои, я просто себе вот так вот выделю вот это вот, этот заговор, чтобы спокойно с вами, собственно говоря, читать. Все нашли текст, я надеюсь. Надеюсь, все нашли текст. Так, я сейчас посмотрю. Так, форум. Все нормально. Отлично. Так, сейчас, секунду. Да, сбросить. Ой, да что ж такое? Нет, не то. Угу. Вот. Сейчас, друзья мои. Все. Сейчас берем, начитываем и капаем свечой на камень. Может... Так, значит, выкидываю всех тех, кто мне сейчас будет мешать, где текст, где чего. Все, 2 дня у вас было времени. 2 дня.
Сейчас побежал еще текст тебе находить, еще и объяснять, как это надо делать. Идиотизм какой-то. Если ты понятия не имеешь, где текст найти, откуда ты знаешь, собственно говоря, что надо делать, что надо подготовить. Все. Я их просто кидаю в черный список. Итак, начинаем, зажигаем свечу, начинаем читать вместе со мной и капать на камень. Но я буду читать, начитывать, не обращайте внимания. У меня, может, и мне надо и за формом следить, собственно говоря. Поэтому вы просто делайте так как приписано. Э, Если, э, если у вас свеча, значит, догорела, вот агарок сюда кладете, берете вторую свечу. Но осторожнее с огнем. И лучше, если у вас рядом будет стакан с водой, предположим, бокал или что-нибудь. На всякий случай. Так, начнем. Так, сейчас начнет капать, и я начну читать. Сначала капает спокойно, видите, начинает потухать. Это значит, на вас есть очень большая зависть. Это, как правило, так. Потухает свеча, когда не может справиться с той энергией зависти, которая начинает идти, когда, ну, то есть выходить, когда начинает читать текст. Итак, начали. Оля, Якши и черт, рыцарь, придет, покружит, на алтарь сядет, мне в подмогу поспешит к моему порогу. Черной ночью черный глаз колю, воск жгучий на глаз завистливый лью, черная зависть, ненависть недругов. Соберись воедино, лейся через воск на камень алатырь, под камень уйди, навек пропади. Ой, я черная зависть, ой, я людское зло, сгорело, сгорело и обратно пошло. Лопни глаз злобный, и сохни, завистник, зачахни и сдохни, злой ненавистник. Черной ночью воск плачет, восковой слезой зависть черная чахнет и сохнет, а завистник и сдохнет. Иди воском и сжарься огнем, иди под камень алатырь, сомкнись, черный глаз, вот тебе мой наказ. Кто завидует мне, тот в гроб ложись, доли лишись, и сохни, и сдохни, и по миру пустись, меня не коснись, сгори черная зависть. Кто тебя послал, тот тебя обратно к себе прибрал. Изо рта твоего вышло, да тебе же вдышло. Ненависть обратно отправься, чернота к пославшему направляйся. Иди, иди, на камень сойди, под камень навеки пропади. Верни стрелой обратно, вернись им бедой во 100-кратно. Оля, Якши, черт, рыцарь, вот тебе мешок. В мешке черный глаз спрятан, забери, да пославшему обратно отдай, навеки им передай, да 100 раз сверху добавь. А меня от зависти, от черного глаза избавь. Да будет так, да будет так, да будет так. Заклято, заклято, навеки заклято, истинно. И докапайте эту свечу, пока начнем читать еще раз. Угу. Ой, мне аж самой стало нехорошо прямо. Видать, накопилось за весь год от всяких собак женского пола. Ой, много там их. Колхозных красавиц. Так. Если у кого-то воск прям сильно чернеет, через некоторое время еще раз повторите уже отдельно. Хотя обычно общий так вместе совместный ритуал очень хорошо помогает и снимает. Но в любом случае. Так. Давайте еще раз. Ай, аж рука устала. Еще раз начнем. Да, вы можете наклонить руку, если у вас рука болит, вот, может так как бы как-нибудь так
опрокинуть руку и, собственно говоря, вот так капать. Не обязательно, чтобы сверху держали. Главное, чтобы воск капал. Угу. Давай-ка. Так. Да что ж такое, ну? Да, будьте осторожны, ткань может загореться. Начнем. Оля Якши, черт-рыцарь, придет, покружит, на алтарь сядет, мне в подмогу поспешит к моему порогу. Черной ночью черный глаз колю, воск жгучий на глаз завистливый лью. Черная зависть, ненависть недругов, соберись воедино, лейся через воск на камень алатырь, под камень уйди, навек пропади. Ой, я черная зависть, ой, я людское зло. Сгорело, сгорело и обратно пошло. Лопни глаз злобный, и сохни, завистник. Зачахни и сдохни, злой ненавистник. Черной ночью воск плачет, восковой слезой зависть черная чахнет и сохнет, а завистник и сдохнет. Иди воском и жарься огнем, иди под камень, алатырь. Сомкнись, черный глаз, вот тебе мой наказ. Кто завидует мне, тот в гроб ложись, то ли лишись и сохни, и сдохни, по миру пустись, меня не коснись, сгори, черная зависть. Кто тебя послал, то тебя обратно к себе прибрал. Изо рта твоего вышло, да тебе же вдышло. Ненависть обратно отправься, чернота к пославшему направляйся. Иди, иди на камень, сади, под камнем навеки пропади. Верни стрелой обратно, вернись им бедой во 100-кратно. Оля Якши, черт рыцарь, вот тебе мешок, в мешке черный глаз спрятан. Забери, да пославшему обратно отдай. Навеки им передай, да 100 раз сверху добавь. А меня от зависти, от черного глаза избавь. Да будет так, да будет так, да будет так, заклято, 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 навеки заклято, истинно. И нужно докапать сверху свечу. Вот. Зато станет легче потом. Знаете, так легко встретите Новый год грядущий. Я надеюсь, что вы теперь поняли, почему я предсказание свое делаю уже почти под конец года. Но даже сейчас умудрились их украсть и переделать. Вот поэтому и делаю, чтобы как можно меньше народу украли. А то многие-многие ждут, когда я выставлю, тут же берут и начинают то же самое говорить другими словами. Вот настолько это противно реально. Так. Да, может пойти и жар, и все что угодно, но вам станет намного легче, и дела совершенно по-другому начнут идти. Это вы даже можете не переживать. Потому что зависть, она очень многое решает. Вот людям почему-то кажется, что, знаете, с глаз это так, ну, средненько. А я вам скажу, что с глаз стольких людей в могилу уложил, что вы даже представить себе не можете. Ой, рука разболелась. Так, последние сейчас будем с вами читать. И будет ощущение, как будто у вас, вот знаете, как где солнечное сплетение, как будто вот оттуда что-то вырывается, что-то выходит. Я вам скажу, сегодня утром проснулась, такое неприятное ощущение внутреннее, какое-то нехорошее предчувствие. Не могу понять, почему. Но когда я узнала, что не только у меня это предчувствие, я поняла, к чему это. Когда люди готовятся убрать вот эти лярвы от себя, понимаете,
эти все паразиты, духи, ведь зависть человеческая, она, ну как она приходит? Она приходит в виде паразитов, в виде духов, которые вампиризируют человека и так далее. И вот они, когда чувствуют, что скоро они уйдут, их выгонят, они пытаются всеми силами задержаться, поэтому внутри такое чувство. Но эти ритуалы их как раз выгоняют. Вот поэтому я говорю все время, что время от времени делайте такие ритуалы, убирайте черноту, зависть. Она к вам липнет, липнет, а потом так слоями остается на нас, понимаете? Я извиняюсь, сейчас Рыжика вниз отправлю, он достал уже прыгать на это. Давай, Рыж, давай, пошли быстрее. Давай, не отвлекай меня. Спускайся. Давай. Все, пошли домой. Идем. Идем, бегом. Сейчас быстренько я отправлю вниз и вернусь. Давай. Иди. Зайди потом воду дашь, ладно? Ой, прям чувствует это сволочь пушистая. И обязательно встрянет, и обязательно придет, и мяв. Все, пошел вниз. Давайте вторую. Ой. Потерпите, как только вы дочитаете третий раз, вас отпустит. Все, начинаем третий раз читать. И помните, что совместные чистки, они намного раз сильнее. Всегда так. Поскольку это, как бы сказать, много соединения огромной энергии. Так. Все. Зажгли. Давайте. Внимание. Продолжаем читать с вами. Давайте вот чуть-чуть, наверное, вот так сделаю. Что-то не получается прям. Или слишком рядом, или слишком далеко. Ну ладно, фиг с ним, как есть. Во. Все. Это еще не самое сильное. Сейчас самое сильное впереди, когда возврат и воздаяние. Вот это вот вообще сильное. А все вместе, в комплексе, еще и вместе, когда мы проводим, это, конечно, вообще сильно. Начнем. Ой. Те, которые на работе, второй ритуал, вот второй заговор, можете повторить. Первый и третий бесполезно, без действия. А вот второй заговор можете с нами повторить. Начнем. Оля Якши и черт-рыцарь придет, покружит, на алтарь сядет, мне в подмогу поспешит к моему порогу. Черной ночью черный глаз колю, воск жгучий на глаз завистливо лью. Черная зависть, ненависть недругов, соберись воедино, лейся через воск на камень алатырь. Под камень уйди, навек пропади. Ой, я черная зависть, ой, я людское зло, сгорело, сгорело и обратно пошло. Лопни глаз злобный и сохни, завистник, зачахни и сдохни, злой ненавистник. Черной ночью воск плачет, восковой слезой зависть черная чахнет и сохнет, а завистник и сдохнет. Иди воском и сжарься огнем, иди под камень алатырь, сомкнись, черный глаз, вот тебе мой наказ. Кто завидует мне, тот в гроб ложись, доли лишись и сохни. И сдохни, по миру пустись, меня не коснись, сгори, черная зависть. Кто тебя послал, тот тебя обратно к себе прибрал. Изо рта твоего вышло, да тебе же вдышло. Ненависть обратно отправься, чернота к пославшему направляйся.
Иди на камень сади, под камнем навеки пропади, верни стрелой обратно, вернись им бедой во 100-кратно. Оля якши и черт рыцарь, вот тебе мешок. В мешке черный глаз спрятан, забери, да пославшему обратно отдай. Навеки им передай, да 100 раз сверху добавь. А меня от зависти, от черного глаза избавь. Да будет так, да будет так, да будет так. Заклято, 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 навеки заклято, истинно. Вот видите, третий раз уже огонь не такой агрессивный, потому что в основном, то есть основную черноту он уже в себя вобрал. Нужно докапать воск уже. Собственно говоря, но не закрывайте пока это все, пока оставьте. Мы сейчас сверху еще один заговор с вами скажем. Да, ну вот здесь пока еще чуть-чуть сохранилось. У нас еще впереди есть несколько работ, поэтому это еще начало. И нас с вами 3000 чем-то народу. Но 3000 это активные. Когда закрою, будет видно, сколько их на самом деле. Угу. Давайте вы не будете меня отвлекать. У вас подготовиться для этого было 2 дня. Так. Если у кого-то чернота до конца держится, это не страшно, потому что у нас с вами еще чистки впереди. Но это нормально. Это говорит о том, что много выходит. Что такое чистка? Мы, когда говорим, эти слова поглощают вот эту всю черноту, отрывают от нас и, собственно говоря, вместе с воском, вместе со свечами оно начинает, как вам сказать, сгорает, тает, уничтожается, одним словом. Разбивается эта злая энергия, которая над нами, понимаете? Поэтому неудивительно, когда начинает чернота идти, все это значит, она вбирает в себя, вбирает в себя. Если у человека очень много этой черноты, я поэтому советую всегда несколько дней подряд это сделать, чтобы уж наверняка. То есть, в этом случае не нужно. Если отдельно делаете, лучше 3 дня, 6 дней подряд делать, чтобы прям очистить. Потому что если вы чувствуете, что в жизни, начинается какая-то фигня, понимаете, никак, ничего никуда не двигается. Надо чистить. И чистить нужно как бы капитально, не так 1-2 раза. Если кто-то взял траву, если у кого есть дома, вот, зажгите, очищается пространство, мы перейдем ко второму ритуалу. Надеюсь, что трава сейчас мне нервы трепать не будет. Давай-ка гори спокойненько себе. Дайте, на всякий случай возьму воду. Слишком агрессивная она. Так. А то у нас, наверное, Шнабак сидит и повторяет заклятие, чтобы я тут сгорела. Поэтому давайте-ка на всякий воду возьму. Ой. Но я вас предупреждаю, что трава полынь, она горькая, и она чем-то напоминает коноплю. Поэтому, если вы в квартирах зажигаете полынь, да, это может быть немного такое, что вам скажут, а что вы там курите, интересно, а что вы там зажигали? Это так учтите на будущее. Вот. Да, Шнабак у нас опять на арену цирка вышел. Цирк уродов. Не хочешь об этой дуре вспоминать, все равно лезет же.
опять снимает, опять какие-то мне... Она меня отмечает, поэтому я ее вижу. Как бы вот раз и отметила на какой-то фигне. Ой, вот каждый раз, знаете, вот когда что-нибудь ну, что-нибудь там за все цепляется человек, и теперь вот закон о магии. Ура! Сейчас вот как раз уже сейчас Милонов там все решит. Блин, этот закон уже 50 раз уже пытались что-то там принять, и весь закон уже есть давно. Понимаете, Шнабак, ну успокойся ты уже, правда. А то нос отвалится к херам собачьим. У тебя же больше ничего нету. Так, я немного открою окно и продолжим. Так. Но хочу вам сказать, что дым полыни, вообще зверобоя, полыни, могильника. Ну, могильник не всегда можно как бы зажигать, но дым полыни, он очищает пространство. Вот этот горький дым, он убирает, собственно говоря, выгоняет те силы, те духи, которые ну, на нашей энергии паразитируют, понимаете? Вот для них трава это как сетка. Они не могут энергию получить, им приходится отсюда уйти. Откройте мою лекцию «Травы в магии», там все сказано. Полынь, она очень такая трава, она очищающая пространство от злой энергии. Ну, естественно, против демонов и против более таких сильных сущностей ничего не сделает трава, именно только трава. Но э, вот эти мелкие сущности, которые есть везде и которые на самом деле мешают жить, когда ты просыпаешься уставший, разбитый, знаете, что у вас в доме уже поселились, понимаете, их много. У них не у всех есть эта сила переворачивать столы и, собственно говоря, и там какие-то более такие манипуляции творить. Этой силы у них нету. Но то, что они могут портить вам жизнь, это да. Я чуть-чуть приоткрою, все-таки надо, а то я сейчас задохнусь здесь. Фух, слишком переборщила я. Ой. Ой, Зена, успокойся, там никого нет. Все, началось. Фух. Угомонись, Зена. Я извиняюсь, чуть-чуть проветрю, пока мы придем в себя заодно. Вот надымила. Все. Сейчас она постепенно закончится. Это хорошо. Это очищает пространство, но немного так. Дышать тяжело. Да, интереснейшая мистика. Она молодец, потому что я не люблю вот каналы, в которых, знаете, всякую фигню показывают, там издалека сняли, как пакет на ветру прям колышется, и вон пишут, что это джин. Это не люблю. Но чего? Ничего не поняла. Уважаемый Инга, могут духи неизменные портить, то проводка трещит, почистишь, квартира снова работает, все нормально, как так. Ну так, вот. Могут они портить энергию дома, и в доме начинает все ломаться и прочее. Так вот, мне этот канал нравится тем, что сейчас там не показывают всякую ерунду, понимаете, что там реальные настоящие кадры, действительно настоящие. Это не сделаешь. Это не профессиональная съемка, это просто видно, что люди спят. Они просто снимают свой дом, показывают периодически, потому что, как бы, ну, это внезапно, они боятся. Вот смотрела, как там сантехник, по-моему, из России, у него канал по сантехнике.
И он показывает, значит, внезапно у него дома что-то там началось, и он начал показывать. Он показывал технику, что-то разговаривал, и он не понял, что происходит, и начался диалог. Смотрели? Начался какой-то диалог, какой-то якобы, ну как будто бы кто-то с кем-то разговаривает. И потом начались там все вещи, начали сыпаться из шкафа. И, ну, жуть. Берет жуть, реально, жуткое состояние. Потому что ты не понимаешь... Сейчас, секунду. Все. Да. Все, друзья мои, сейчас через пару минут начнем второй этап. Пока еще придите в себя, потому что это сильные работы. Друг за другом тоже не очень хорошо сразу же как бы проводить. Так, все, сейчас закрою здесь. Так, ведьмочка у меня тут. Ведьмочка тут катается иногда, сидит. Двигается иногда. Все. Ой, фу. Окутала дымом. Я вам скажу сейчас, вот честно, мне закурить захотелось. Мне очень редко это бывает, раз в году. Но вот такое ощущение, что через меня эти силы вот хотят вот это вот энергию сигарет, что ли, вот что-то в этом роде. Вот прям вот захотелось закурить. Сейчас завершу и пойду это делать. Начнем. Второе. Фух. Мы немного делаем нетрадиционно, как бы не как положено, но поскольку делаем все вместе, и поскольку я здесь нахожусь, поэтому я могу немного менять правила игры, и в этом ничего такого нет. Зажигаем свечу, читаем 6 раз, потом свечу потушим и, собственно, кладем сюда же. Возврат зла и зависти. Это целый ритуал, но здесь мы прочитаем только заговор. Я надеюсь, все поняли. Зажгите свечу. Это обычно происходит, когда внутри освобождается энергия человека. Ему хочется чем-то наполнить вот это состояние дымом, сигаретой или там рюмкой вина или чем-то еще, понимаете? Когда вот облегчение происходит такое. Так, взяли свечу. Второй, еще раз напоминаю. Возврат зла и зависти. Но читаем здесь только 6 раз заговор. И все. Так, давайте вот как-то вот так. Да, свеча. Угу. Все готовы? Заговор наметьте там. И начинаем за мной повторять. Так. Отлично. Все. 6 духов призываю. Они 6 ветров оседлают. Все завистливые пожелания да злые чары своим врагам назад возвращаю. 6 демонов на 6 ветрах слова мои ухватили и унесли, закрутили и улетели через горы и овраги, через реки и долины, с хохотом и криком, с ревом и посвистом, с плачем и стонами, со звериным рыком, с медвежьим ревом,
по горлу клыками, по груди когтями. У врагов моих почва горит под ногами. Небо тяжестью давит, гробовую крышку над ними опускает. Душит их и терзает, рвет, грызет, сжигает. Их зло змеей вокруг их шеи вьется. Воду просят, уксусом напьются. Тугим жгутом их тела стянутся. Колом встанут и от меня отстанут. Ключ, замок, язык, тысячи печатей. Да будет так, заклято. Пошлите соседку и скажите, что вы занимаетесь любовью и вам некогда. Это к посту о том, что соседка ломится в двери. Еще раз, это очень сильная работа, поэтому внимательно читаем. У вас будет сейчас ощущение, как будто вас прям за уши тянут, и чувство такое, знаете, это при сильном давлении, когда все кружится и прям глаза наливаются прям кровью. Это нормально. Второй раз читаем. 6 духов призываю. Они 6 ветров оседлают. Все завистливые пожелания да злые чары своим врагам назад возвращаю. 6 демонов на 6 ветрах. Слова мои ухватили и унесли, закрутили и улетели через горы и овраги, через реки и долины, с хохотом и криком, с ревом и посвистом, с плачем и стонами, со звериным рыком, с медвежью ревом, по горлу клыками, по груди когтями. У врагов моих почва горит под ногами, небо тяжестью давит, гробовую крышку над ними опускает. Душит их и терзает, рвет, грызет, сжигает их, зло змеей вокруг их шеи вьется. Воду просят, уксусом напьются, тугим жгутом их тела стянутся. Колом встанут и от меня отстанут. Ключ, замок, язык, тысячи печатей. Да будет так, заклято. Дальше. Я просто кладу сюда, чтобы не забыть, сколько раз читали. Еще раз читаем, напряглись. 6 духов призываю, они 6 ветров оседлают. Все завистливые пожелания да злые чары своим врагам назад возвращаю. 6 демонов на 6 ветрах слова мои ухватили и унесли, закрутили и улетели через горы и овраги, через реки и долины, с хохотом и криком, с ревом и посвистом, с плачем и стонами, со звериным рыком, с медвежьим ревом, по горлу клыками, по груди когтями. У врагов моих почва горит под ногами, небо тяжестью давит, гробовую крышку над ними опускает, душит их и терзает, рвет, грызет, сжигает, их зло змеей вокруг их шеи вьется. Воду просят, уксусом напьются, тугим жгутом их тела стянутся, колом встанут и от меня отстанут. Ключ, замок, язык, тысячи печатей. Да будет так, заклято. Не пишите здесь, напрягайтесь и внимательно за мной повторяйте, чтобы эффект был сильнее. Успейте еще написать. А вот теперь начинает отпускать. Становится легче, 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 легче. Голова стала прям воздушной. Еще раз читаем. Потому что это сильные слова, Кристина. Даже если их просто слушать, они действуют. 6 духов призываю. Они 6 ветров оседлают. Все завистливые пожелания да злые чары своим врагам назад возвращаю. 6 демонов на 6 ветрах слова мои ухватили и унесли. Закрутили и улетели через горы и овраги, через реки и долины с хохотом и криком, с ревом и посвистом, плачем и стонами, со звериным рыком,
с медвежьим ревом, по горлу клыками, по груди когтями. У врагов моих почва горит под ногами, небо тяжестью давит, гробовую крышку над ними опускает, душит их и терзает, рвет, грызет, сжигает, их зло змеей вокруг их шеи вьется, воду просят, уксусом напьются, тугим жгутом их тела стянутся, колом встанут и от меня отстанут, ключ, замок, язык, тысячи печатей, да будет так, заклято. Сейчас начинается приятное тепло, идет прям по телу, по ногам и по голове. Голова освободилась. Абсолютно тяжесть ушла, становится легче, легче, прям боль ушла. Вот воздушное состояние, как будто вот невесомость. Продолжаем. Хватит задавать здесь вопросы. Все. Эти заговоры есть, и не обязательно здесь это искать. Они есть, давно уже показаны, отдельные ритуалы. Сейчас еще читаем, еще легче должно стать. Начали. 6 духов призываю. Они 6 ветров оседлают. Все завистливые пожелания да злые чары своим врагам назад возвращаю. 6 демонов на 6 ветрах слова мои ухватили и унесли. Закрутили и улетели через горы и овраги, через реки и долины, с хохотом и криком, с ревом и посвистом, с плачем и стонами, со звериным рыком, с медвежьим ревом, по горлу клыками, по груди когтями. У врагов моих почва горит под ногами. Небо тяжестью давит, гробовую крышку над ними опускает, душит их и терзает. Рвет, грызет, сжигает, их зло змеей вокруг их шеи вьется. Воду просят, уксусом напьются, тугим жгутом их тела стянутся. Колом встанут и от меня отстанут. Ключ, замок, язык, тысячи печатей. Да будет так, заклято. Ой, мне прям самой легче стало, если честно. Аж прям тяжесть вот из затылка ушла. Фух. Заодно и с вами почистилась вместе. Так сказать, воспользовалась служебным положением. И последний раз читаем. Не надо переживать, кто на работе. Потом отдельно проведете. Что еще делать? Итак, начали. 6 духов призываю. Они 6 ветров оседлают. Все завистливые пожелания, да злые чары своим врагам назад возвращаю. 6 демонов на 6 ветрах слова мои ухватили и унесли, закрутили и улетели. Через горы и овраги, через реки и долины, с хохотом и криком, с ревом и посвистом, с плачем и стонами, со звериным рыком, с медвежьим ревом, по горлу клыками, по груди когтями, у врагов моих почва горит под ногами. Небо тяжестью давит, гробовую крышку над ними опускает, душит их и терзает, рвет, грызет, сжигает, их зло змеей вокруг их шеи вьется, воду просят, уксусом напьются, тугим жгутом их тела стянутся, колом встанут и от меня отстанут, ключ, замок, язык, тысячи печатей, да будет так, заклято. Ух, аж прям стало спокойнее. Берем свечу. Вот. И делаем следующее. Тушим вот сюда. Теперь вот с этого ритуала все, что мы провели, сделали. Это все собираем. Вот. Это все собираем. Нельзя этот камень выносить никуда. Его надо либо в водное пространство кинуть, либо в мусорку. Когда мы вместе делаем, можно в мусорку кинуть. Это не страшно. Но когда отдельно сделаете, соблюдайте все правила, чтобы у вас получилось. Вообще, конечно, желательно даже вот это вот сюда. Траву всю эту. Пусть это все вместе, эту вот гадость забирает. Так, так. Ой, такой аж запах. Дышать даже не могу. Все.
Вот ты. Вот. Да, можете и траву туда, вот все, что там сгорело, все, что мы почистили, весь воск, всю эту гадость, все это вобрало в себя, вот сюда киньте все. Камень желательно руками не трогать, насколько это возможно. Вот. Если есть водное пространство, да, хорошо. Если нету, но вообще, когда отдельно сделаете, еще раз объясняю, вот видите, под этим положила на всякий случай. Отдельно, если сделаете, тогда надо соблюдать все правила. Если со мной вместе проводим, то, в принципе, можно в некотором роде делать поблажку. Потому что это уже обладает большой силой. Мы вместе провели. Вот так вот давайте вот возьму. Угу. Да, прилив энергии будет, и выкидываем. Все, выкиньте прямо сейчас, встаньте и выкиньте в вашу мусорку. Кто отнесет водное пространство, тот отнесет. Но в России у нас уже все как бы уже везде лед, так что вы меня слышите, дорогие люди? Еще раз, ау, микрофон включить. Я сказала, то, что мы сейчас провели, вы можете и в мусорку выкинуть в данный момент. Меня слышит кто-нибудь в жизни? Ужас какой-то, а? Все. Сейчас следующий этап. Начинаем. Готовьтесь. Когда вы со мной проводите, можно немного делать по-другому, не как привыкли, потому что... Ой, Господи, я же не могу. Потому что здесь уже есть эта энергия, она сильна, поскольку вы со мной проводите. Нет мусорки. А куда вы мусор выкидываете, свой мусор? У вас же есть отдельное место, где мусор кидаете. Вот туда и киньтесь. Киньте это все. Мусора у вас нет, Елена Очирова? Вы свой мусор куда-нибудь выносите? Вы же его дома не оставляете у себя возле ворот? Вы же, наверное, собираете где-то, а потом увозите куда-то, не знаю. Так. Сейчас, секунду, я возьму. Мусорное ведро у вас, наверное, есть дома, правда? Ой, выкину эту хрень по имени Татьяна, кто там. Ой, все, я не хочу больше говорить, правда. Ну, нету и нету, хорошо. Не знаю, значит, у вас нет мусора, значит, вы все используете. Что мне, ну, что еще сказать? Ей-богу, уже... Все, закрыли тему. Все, заканчиваем. Больше про это не разговариваем. Все. Так, 6 свечей. Это у нас, наверное, носатая сюда пришла Татьяна. Берем 6 свечей. Вот так. И крутим. Скрутите вот это все. Мы начитаем, посмотрим, если у нас останется еще силы, потому что это очень сильная работа, значит, еще начитаем. Будем читать несколько раз, сейчас не ограничено. Но 6 свечей должно быть вместе. Скрутили 6 свечей. Так. Так, сейчас я еще раз. Возврат и воздаяние. Чистка. Найдите, пожалуйста, заговор отдельно, чтобы... Так. Угу. Теперь крутите вот эти свечи над головой. По часовой, против часовой, неважно. Крутите над головой и потом прижимайте к колбу, чтобы ваша вот это все, вся чернота, которая на вас есть, она вся прошла. Ну, вот так вот по лбу, вот так, видите? Значит,
Так, можете даже вот так вот сделать. То есть вот как счищайте себя энергию. Крутите вокруг головы и начинаем читать. За вас никто крутить не должен. Свеча должна запомнить вашу энергию. Поэтому, если вы в семье, например, проводите друг для друга, не скручивайте эти свечи. Вы должны сами это делать. Ну, ничего страшного, Елена. Пропустили, потом сделайте ничего. Ну, бывает. Ну, 2 дня целое веселье и объявление. Мне кажется, что скажем так, да, 2 дня веселья объявления, ну, уже упустили, ничего страшного. Ну, желательно те, которые упустили, все-таки перед началом другого года, следующего года, убрать всю черноту, оставить в этом году все. Это стоит сделать, как бы очиститься перед Новым годом. Все. Так. Вот это тоже очень сильная работа, поэтому будьте внимательны. Ой, Зена, ну успокойся, ну. Угомонись. Там ходят, и она все время беспокойная. Зена, успокойся. Никого там нет. Давайте вот это беру. Угу. Да можно, конечно, какую чистку вы успели, можете провести хоть одну. Это не страшно. Так, зажжем свечу. Когда совместно провожу ритуал, конечно, чем проще алтарь, тем легче работать. Потому что это одно дело, когда ты показываешь, это все красиво оформлено. Другое дело, когда... Что за хрень тут пишется? Другое дело, когда как бы тебе нужно показать, у тебя алтарь должен быть свободный, чтобы ты показывала, как, что делаешь. Итак, значит, покрутили над головой, прижали к колбу вот эти 6 свечей, свитых вместе, да, и начинаем читать. Еще раз говорю, я буду по мере возможности делать, как положено, но учтите, что поскольку я читаю и слежу за форумом, я могу немного и по-другому делать. Это не важно. Вы сейчас должны зажечь эти свечи и начать капать в эту воду с солью. Так. Пускай рука упирается, если вам тяжело. Все, пожалуйста, не задавайте один и тот же вопрос миллион раз. Я устала, правда. Все. У вас было 2 дня у всех подготовиться. Ой, можно эту Яну Волошину сейчас выкину нахер отсюда. Все. Начинаем читать. 6 свечей вместе свиты перевиты. Да ими дела моих врагов перебиты. Да ими злые умыслы разбиты. Да делам врагов моих пустое дно, чтобы их в бездну да во мрак унесло. А дороги их перевязаны, а сами они к свечам этим привязаны. Свеча сгорит, а воск растает. Так и враги мои отступают, так и дела их в огне яром сгорают. Все ваши опои да окормы, да злые разговоры, да что шептали мне вослед, что пожелали мне, все воедино собираю и в огне яром сжигаю.
Кто мне зло наслал, али пожелал, назад забери, без возврата, без отката. От меня ваша скверна отходит, обратно к вам зло переходит. От кого пришло, к нему и пошло. Кто наслал, тот себе назад и забрал. Огонь горит, древняя сила зрит, мое тело очищает, мою душу обновляет, а зло врагам моим назад возвращает. Гори, огонь ярой, ярой силой, бери свечи, как откуп и подношение, да будет благим мое очищение. Дороги мои открываются отныне. Я не свечу сжигаю, я души врагов в огне сжигаю, дела их злые разбиваю. Вернись обратно, зло, без отката, без возврата, во 100-кратно, заклято. Дальше. Надеюсь, успеваете. Кто не успевает, тот пусть читает вместе со мной. Так, продолжаем. 6 свечей вместе свиты перевиты, да ими дела моих врагов перебиты. Да ими злые умыслы разбиты. Да делам врагов моих пустое дно, чтобы их в бездну да во мрак унесло. А дороги их перевязаны, а сами они к свечам этим привязаны. Свеча сгорит, а воск растает. Так и враги мои отступают, так и дела их в огне яром сгорают. Все ваши опои да окормы, да злые разговоры, да что шептали мне во след, что пожелали мне, все воедино. Собираю и в огне яром сжигаю. Кто мне зло наслал, али пожелал, назад забери, без возврата, без отката. От меня ваша скверна отходит, обратно к вам зло переходит. От кого пришло, к нему и пошло. Кто наслал, тот себе назад и забрал. Огонь горит, древняя сила зрит. Мое тело очищает, мою душу обновляет, а зло врагам моим назад возвращает. Гори, огонь ярой силой, бери свечи, как откуп и подношение, да будет благим мое очищение. Дороги мои открываются отныне. Я не свечу сжигаю, а души врагов в огне сжигаю, дела их злые разбиваю. Вернись обратно, зло, без отката, без возврата, во 100-кратно, заклято. У вас будет ощущение, как по звонку будет что-то идти. Нечто такое. Ну, как видите, после тех этих 2 чисток уже не так сильно прям чернит воск, но в любом случае есть. Все равно. Еще раз читаем со мной. 6 свечей вместе свиты перевиты, да ими дела моих врагов перебиты. Да ими злые умыслы разбиты, да делам врагов моих пустое дно, чтобы их в бездну да во мрак унесло. А дороги их перевязаны, а сами они к свечам этим привязаны. Свеча сгорит, а воск растает, так и враги мои отступают, так и дела их в огне яром сгорают. Все ваши опои да окормы. Да злые разговоры, да что шептали мне во след, что пожелали мне, все воедино собираю и в огне яром сжигаю. Кто мне зло наслал, али пожелал, назад забери, без возврата, без отката. От меня ваша скверна отходит, обратно к вам зло переходит. От кого пришло, к нему и пошло. Кто наслал, тот себе назад забрал. Огонь горит, древняя сила зрит, мое тело очищает, мою душу обновляет, а зло врагам моим назад возвращает. Гори, огонь ярой силой, бери свечи, как откуп и подношение, да будет благим мое очищение. Дороги мои откроются отныне. Я не свечу сжигаю, а души врагов в огне сжигаю. Тела их злые разбиваю. Вернись обратно, зло, без отката, без возврата, во 100-кратно. Заклято. Все. Фух. Ой, такое чувство, как будто аж из меня душу вытрясли, если честно. Так.
Фу, жар, холод, но это нормально. Это нормально. Итак, друзья мои, закройте эту банку. Его тоже можно выкинуть просто. Но не трогайте. Ничего там, воск не поднимайте, смотреть откуда, от кого, чего. Не надо ничего трогать. Потому что это очищено. Это вам не гадание на воске, чтобы посмотреть, от кого что пришло. Но там омерзительное нечто, вот такое мерзкое что-то, как будто вот, как вам сказать, как отрезанный кусок плоти, что-то в этом роде, как в кунсткамере. Противно это все. Но она собирается в одну кучу. Видите, у меня как ядерный взрыв, на гриб похоже. Вот. Смотрите. Это тоже надо выкинуть. Не надо воду выливать отдельно все. Это надо выкинуть точно так же в мусорку. Откуп сейчас делать не нужно, потому что мы совместный ритуал делаем. Сейчас ничего особо делать не нужно на самом деле. Просто очистили. Потом, когда мы с вами сделаем на удачу, вот тогда уже откупимся окончательно от 2 ритуалов. Пока сейчас не нужно. Сейчас вам нужно... Вы захотите сейчас поесть, скажем так, потому что появится аппетит. Какое-то такое ощущение, как будто вы похудели. Знаете, как живот внутрь ушел. Я вам хочу сказать, что это тоже не просто так. На самом деле, когда у человека ощущение, как у него спина болит, чувство такое, как он скукоженный весь все время ходит, знаете, как будто на нем груз. Это реальность, это действительно так и есть. Поэтому я все время вам говорю, время от времени проводите себе просто хотя бы, чистку. Просто очищайтесь. Даже если вам кажется, что вроде все нормально, ничего такого нету, без разницы. Очищайтесь, потому что мы все время эти завистливые взгляды на себя все равно вбираем. Хочешь этого, не хочешь, без разницы. Вы даже красиво одетые выходите, все равно вот есть люди, которые, не то, что они вот плохие или хорошие, просто они по жизни неудачливые и не стремятся к удаче, понимаете? И им легче вас ненавидеть, чем внутри себя что-то менять. И, конечно же, это все на вас идет. Вот. Теперь у каждого свое ощущение, когда вы чиститесь. Все время пишут, вот я зеваю, еще чего-нибудь. Я об этом уже миллион раз говорила. Каждый человек по-своему очищается. Кто-то начинает плакать, у кого-то начинает... Нет, булавки не надо. Я же вам тогда сказала, мы немного по-другому это проведем. Я же вам объяснила. Ну, раз уж булавки взяли, то давайте я тоже сейчас возьму булавку. И у кого есть булавка, напоследок просто за мной будете повторять и очень сильно будете зевать. А слова я вам не скажу. Я просто буду начитывать, а вы все будете зевать, потому что энергия этого заговора и даже через экран передается. Согласны? Это с глаз снять, это очень сильная работа. Это мои бабушки. И когда мы все зевали, я думала, ой, блин, притворяется, там специально рот открывает. А на самом деле очень даже. Потом, когда я начала сама делать и поняла, что это не просто так. Возьмите, откройте булавки, вот у кого есть. У кого нету, возьмите, будем ждать. Раз уж взяли булавку, давайте уж и с булавкой тоже сделаем. Потом вам нужно будет закрепить на вещь и 3 дня не снять. И вещь 3 дня стирать нельзя. Поняли? Вещь эту, то есть, ту, на что вы закрепите. Нет, я давала эти слова, но не бабушкины, это было другое. Ее, но на основе. Да, блин, да заколебали уже, почему свечи тухнут, почему? Вначале было сказано, почему. Что на нервы действует реально. Вот, но я дала работу такую с булавкой на основе заговора моей бабушки. Прямой заговор вам дать нельзя никак. Но я буду читать, а вы будете зевать.
Потом вы сами напишите. Любой человек, при котором читают, а мы с вами чат, без разницы, вы через экран сидите со мной, вы мои собеседники, все будут зевать. Это даже не обсуждается. Поэтому дальше. Я сама решу, ладно, где модеры, где кто есть. Давайте не будете мне указания давать. Так, начали. Открываем булавку. После того, как вы начитали, 3 раза нужно вот так провести по губам. 3 раза вот так. А потом закрепить одну булавку, одну булавку. Потом нужно будет закрепить, но я вам объясню, что делать поэтапно, пошагово. Но это будет заключительно. 3 дня не снимайте эту булавку с этой майки. Не обязательно майку носить 3 дня. Можете носить, можете нет. Но булавку нельзя 3 дня снимать. Поняли? Давай, начнем. Итак, открыли булавку. Теперь смотри, что надо делать. Вот так вот касайтесь себя. Вот. Можете руки коснуться, можете ноги касайтесь. Вот так чуть-чуть касайте себя. И пока я начну читать. Начнем. Поплевывайте иногда в сторону, чуть-чуть. Вот я уже начала зевать. Ой. Начинаем уже. Вот вы сейчас сами испытаете силу этого заговора. Ой. Ой. А теперь за мной повторяйте. Вот так вот делайте и повторяйте. Злой глаз выколю, злой глаз выколю, злой глаз выколю. Кто со злом пришел, у того корень, сгорай. Да, вот сгорай корень, так и надо говорить. Злой глаз выколю. Повторяйте за мной. Злой глаз выколю. Кто со злом пришел, у того корень сгорай. Ой. Ой, фу. Не напиться тебе, не напиться тебе. Не насытиться тебе. Злой глаз выколю, злой глаз выколю. Кто со злом пришел, у того корень сгорай. Ой, ну вас, мне уже плохо навек. Ой, мне уже хреново стало. Давайте еще раз. Злой глаз выколю. Злой глаз выколю. Кто со злом пришел, у того корень сгорай. Не напиться тебе, не наесться тебе. Ой, хорошо, что вы меня не видите сейчас. Хорошо, что вы меня не видите сейчас. Ой, в данный момент. Все, хватит. Так, взяли. 3 раза. 3 раза вот так вот проведите по губам, по нижней губе. Так, тихонько, естественно, чтобы... 3 раза вот так проведите. 1, 2, 3. Ой. И закрепите эту булавку и закройте. Подождите. И не открывайте 3 дня. И 3 дня эту вещь не стирайте. А потом уже все, он теряет силу, и, собственно говоря, и уже нормально. Ой, все, это, конечно, товарищи, это нечто. Так.
Не забыли? Все это кидаем в мусорку. В данный момент надо именно так сделать, как я сказала. Потом, после Нового года, чуть позже, да, он может зевать, Дана, потому что я говорю, все, что вокруг, начинает приходить в движение. Это хорошо, это отрицательная энергия. Ой, она выходит этой зевотой, она выходит отрицательная энергия. Отфильтровывается и выходит. Так вот, да, у меня вообще все руки, видите, слезы аж. Так вот, о чем я хотела вам сказать. Когда мы после проведем совместный ритуал, призыв удачи, вот тогда уже все вместе и откупимся. И я объясню, как и что нужно делать. А сейчас вам станет легче. А как у вас, какие у вас будут перемены, как эта чистка вам поможет и как вы почувствуете вот эту легкость жизни, в ближайшее время вы сами это ощутите. Совместные чистки, они намного сильнее. Я бы с радостью с вами проводила побольше. Я понимаю, что есть такая нужда у людей. Но вы знаете, вот реально это был очень тяжелый год. И морально, и вообще тяжелый год. Он столько у меня сил унес, столько нервов, сил. Не по семейным делам, а вообще вот просто, вот как вам сказать. Нет, банку не надо в материю. Ну вот очень много морально унесло, и у меня просто уже не было... Я еле успевала свои дела делать и снимать что-нибудь. Уже не до прямых эфиров. Вон вчера только хотела, видите, пришлось как так отказаться от этой идеи и перенести. Желаю всем удачи, идите поешьте и попейте много воды, потому что у вас обезвоживание, сейчас вам захочется весь день пить воду, прям до вечера. И, извиняюсь за подробности, если вы со стула не будете вставать туалетного, это нормально. Это нормально, потому что у вас организм очищается. Это же чистка. А чистка, тем более вместе проведенная, просто очень мощная. Да, можете завтра выкинуть, это не важно. Главное, пусть никто не открывает, не трогает, и, то есть подальше от всех, кошек, собак и от всех. Это можете выкинуть, это не важно. Можете завтра выкинуть. Все, друзья мои, пойду, потому что я сегодня готовлюсь. Не знаю, если успею, смогу. Еще одну часть надо снять ясновидение, потому что все ждут. Некоторые ждут, чтобы украсть у себя поставить, а некоторые ждут, чтобы знать, что будет в следующем году. У каждого как бы своя причина ждать. Но, честно, это уже похоже на какой-то театр абсурдов. Я уж начала последние дни выкладывать как бы предсказания на следующий год. Надеюсь, что хоть сейчас-то они не возьмут. Оказалось, даже сейчас они сидят, ждут, пока я выставлю. Это кошмар, конечно. Это не смешно совсем. Ну, что делать? Уже сил никаких. Ой, все. Всем удачи. Займитесь делами. Сегодня прямого эфира не будет. Если будет ролик, я загружу, естественно. Так что прямой эфир не ждите. Спокойно расслабьтесь. Объявление о начале прямого эфира я удалю, чтобы люди не путались, чтобы поняли уже, что эфир уже проведен. Всем удачи, всех благ. Ждем следующий год, который должен быть морально намного устойчивее. Надеемся. Всем всего хорошего.